Приветствую вас, мои дорогие зрители. Итак, после долгого перерыва мы наконец-таки добрались до одного очень красивого и приятного во всех отношениях места, где можно душевно прогуляться по живописным тропам вдоль берега озера. Любители рыбалки также могут насладиться своим любимым занятием. Ну и здесь же расположено довольно-таки хорошо сохранившееся здание усадьбы. Территория поместья, на которой находится усадебный дворец, в течение веков сменила ни одного владельца, и один из первых собственников с 1554 по 1688 годы был очень влиятельный род астейских немцев фон Розен. И, кстати, мы уже как-то побывали во дворце Гроссроп в Страупе, который также принадлежал этому баронскому роду. И вот здесь хотелось бы заострить наше внимание на одном из совладельцев имения, где мы сейчас находимся. На мой взгляд, это была очень интересная личность, чтобы хотя бы вкратце не рассказать о нем. Военачальник нескольких армий, генерал-поручик русской армии, участник Северной войны, барон Георг Густав фон Розен. Ну и к тому же это был дуэлянт и забияка, который при ссорах со своими оппонентами особо не церемонился. То в порыве гнева пристрелил в ропе трактирщика, то после дуэли серьезно ранит соперника, после чего бежит за границу и только после оправдания судом возвращается в Ливонию. Потом опять дуэль и снова за границей, где появляется в звании полковника на датской службе. А уже позже в звании генерал-поручика был принят на службу к царю Петру I, которого тоже пришлось оставить в 1708 году из-за дуэли со смертельным исходом. В итоге, устав от мира и приняв католичество, барон отправился в Теотинский монастырь в Вене, где он и умер в 1737 году. Такой вот интереснейший буйный субъект когда-то проживал в наших краях. А кому интересно узнать подробности о жизни барона, оставлю ссылочки в описании под видео. Ну а следующими владельцами этих земель с 1688 по 1717 год были некие Фишеры. И более всего подходят на эту роль уроженцы Любека, которые вошли в историю Ливонии как первая местная династия ученых. А самый, кто прославил род Фишеров, Иоганн Бернгард, который был вторым городским врачом города Рига. Слава о рижском враче быстро распространилась по Прибалтийскому краю. И в 1725 году Фишера вызвали в Митову к вдовствующей герцогине Курлянской. Через 5 лет герцогиня Курлянская стала российской императрицей Анной Иоанновной и приглашает Фишера в Петербург, где делает его своим личным врачом. Отныне императорский лейб-медик руководит всей медицинской частью обширной Российской империи и много содействовал становлению медицинского образования в России. В 1736 году ему было пожаловано дворянство. Эти ли Фишеры владели имением или нет, да это и не так-то важно. Важна сама история и упоминание о таких людях, живших в наших краях. А подробности найдете в описании по ссылке. Продолжим. В XVIII веке поместье почти на 100 лет переходит в собственность семьи фон Шрейдер, а именно Христофору фон Шрейдер, при котором на берегу озера Райского и было построено первое здание усадьбы. Информации на просторах интернета о наших Шрейдерах я не нашел, а потому продолжим дальше наше повествование. Итак, 1842 год, и владельцем имения становится Отто фон Фезесакс. И через некоторое время было построено нынешнее здание усадьбы, которое почти в первоначальном виде сохранилось до наших дней. Строительство дворца велось с 1894 по 1897 год и является одним из немногих усадебных построек того времени, где известен автор проекта. Это был Отто Рейнхольд фон Сиверс, родственник владельцев поместья Райского и давний архитектор лифляндского рыцарства. Он проектировал в основном усадебные дома, а также здание Берзайнской гимназии в Цесисе, она же гимназия Александра II, и здание часовни во дворе собора святого Иакова в Риге. В строительстве усадебных построек и управлении ими внесли свою лепту и местные жители. Даже сохранили записи о цесисском каменщике Плауцинше и столяре Кунзинше, которые выполняли строительные работы. Имение оставалось во владении этой семьи до начала 20 века.
И хотя бароны фон Гесаки, судя по всему, были добросовестными владельцами поместья, которые, заботясь об образовании местных жителей, построили самую первую школу в этой округе. А дальше судьба поместья и его владельцев постигла судьба, как и большинства усадеб на территории нынешней Латвии. В результате череды революций, потрясшей Российскую империю, и обретения Латвии своей государственности, ну и после всего, что немцы тут творили 7 веков, представить, что этой землей позволит немцам владеть и далее, было нереально. 14 апреля 1924 года Сейм постановил отобрать землю без компенсации у помещиков, оставив им не больше 50 гектаров, наплевав на все права частной собственности. Впрочем, большинство потомков тевтонов к тому времени бежали вместе с отступающими войсками Бермонта. После аграрной реформы в замке была основана лесотехническая школа. А во время Второй мировой войны здесь располагался немецкий военный суд, а с приходом советской власти в здании усадьбы был устроен военный госпиталь. До наших дней сохранилось около 20 зданий, принадлежавших усадьбе Райскума. В целом, если хочется на время забыть о буднях и отдохнуть душой, вы можете отправиться в самое сердце Видземы и открыть для себя красоту тихого и спокойного озера Райскумс. Здесь также находится Райскумский пивоваренный завод, владельцы которого с радостью встретят каждого гостя Райскума, пригласив его отведать бокал местного пива, приготовленного по старинному рецепту. Ну вот как-то так. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока-пока.